Урок 1. Силовые упражнения и кардиотренировки. Доброе утро, Анна. Вы пробовали заниматься кардиотренировками перед силовыми тренировками? Привет, Джон. Я обычно начинаю с кардиотренировок, чтобы размяться, а затем перехожу к силовым упражнениям. Ты предпочитаешь делать все наоборот. Сначала я занимаюсь кардиотренировками, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений, а затем сосредотачиваюсь на силовых тренировках. Я считаю, что это действительно заряжает меня Отличный энергией до подход. конца тренировки. Мне нравится начинать с кардиотренировок, чтобы улучшить кровообращение, но я вижу, что сначала силовые упражнения тоже могут быть полезны. Точно, все дело в том, чтобы найти то, что лучше всего подходит для вашего тела. Главное – прислушаться к своим ощущениям и соответствующим образом скорректировать свой распорядок дня. Совершенно верно. Я всегда экспериментирую, чтобы увидеть, что даст мне наилучшие результаты. Все дело в том, чтобы найти идеальный баланс. Определенно. Возможно, когда-нибудь мы сможем обменяться советами по тренировкам. Я всегда ищу новые способы разнообразить свой распорядок дня. Мне бы очень понравилось. Всегда приятно смотреть на вещи по-новому. Мы могли бы даже как-нибудь попробовать потренироваться вместе. Похоже на план. Я в деле. Урок 2. Побалуйте себя темным шоколадом. Привет, Анна. Вы пробовали темный шоколад? Я слышала, что он на самом деле довольно полезен для здоровья. Привет, Джон. Да, я люблю темный шоколад. Это мое любимое лакомство. Антиоксиданты очень полезны для вас. В самом деле, я этого не знал. Обычно я избегаю шоколада, потому что считаю его вредным для здоровья. Не темный шоколад. Он богат флавоноидами, которые помогают снизить кровяное давление и уровень холестерина. Если вы употребляете его в умеренных количествах, это отличное лакомство. Приятно это знать. Тогда мне придется попробовать. Умеренность – ключ ко всему снисходительному, верно? Точно. В темном шоколаде главное – баланс. Немного может доставить истинное удовольствие, но при этом не переборщить. Отлично, я продан. В следующий раз, когда у меня возникнет тяга к шоколаду, я предпочту темное. Умный ход. Темный шоколад гораздо полезнее молочного шоколада или других сладостей. Наслаждайтесь. Я так и сделаю. Спасибо за совет, Анна. Я благодарю вас за то, что вы помогли мне найти способ удовлетворить моих сладкоежек, не испытывая чувства вины. Урок 3. Круглосуточный доступ. Привет, Анна. Я слышала, что в отеле есть круглосуточный доступ к сейфам. Это правда. Да, все верно. Сейфы отеля доступны для гостей круглосуточно. Ух ты, это очень удобно. Обычно мне приходится работать допоздна, поэтому иметь возможность получить доступ к своим ценным вещам в любое время – это здорово. Безусловно, это одна из лучших особенностей отеля. Вы можете сдать на хранение важные документы, драгоценности или все остальное, что вам нужно для обеспечения безопасности. Это круто. Во время путешествий я немного беспокоился о безопасности своих вещей, но это успокаивает меня. Сейфы очень надежны. У вас будет свой персональный код доступа, а территория находится под круглосуточным наблюдением. Отлично, звучит отлично.
Тогда я обязательно буду пользоваться сейфами во время моего пребывания. Похоже на план. Услуга бесплатна для гостей, так что вы можете ею воспользоваться. Отлично, спасибо, что сообщили мне об Анне. Теперь мне гораздо лучше оставить свои ценные вещи в отеле. Урок 4. Пробег за продуктами. Привет, Анна. Мне нужно быстро сбежать за покупками. Тебе что-то нужно в магазине. А, подходящее время, Джон. Я как раз собирался спросить, не могли бы вы купить мне кое-что? Конечно, что вам нужно? Я скоро уезжаю, так что расскажите мне все самое необходимое. Не могли бы вы взять куриные грудки и дюжину яиц? Сегодня вечером я планирую приготовить вкусный ужин. Нет проблем, я обязательно их куплю. Что-нибудь еще нужно, пока меня нет дома. Может быть, и свежие продукты. Может быть, курицы немного брокколи или шпината. Звучит неплохо, я тоже съем овощей. Могу ли я еще что-нибудь для тебя подобрать? Это должно сработать. Спасибо Джону. Я очень признателен, что ты купил их для меня. Конечно, мне очень приятно. Я сейчас же пойду в магазин, чтобы вы могли приступить к приготовлению пищи. Урок 5. Виртуальное фитнес-сообщество. Привет, Анна. Вы слышали о новых виртуальных занятиях фитнесом в отеле? Нет, у меня нет. Расскажите подробнее, звучит очень интересно. Судя по всему, они создали целое онлайн-сообщество, где гости могут заниматься вместе. Вау, это отличная идея. Я давно хотела вернуться к занятиям фитнесом. То же самое и здесь. А тот факт, что он виртуальный, делает его очень удобным даже для таких занятых путешественников, как мы. Конечно, мне нравится, что вы можете присоединиться к занятиям в любое время и из любой точки отеля. Точно. Больше не буду пропускать тренировки только потому, что я не хожу в обычный тренажерный зал. Я продан. Какие занятия они предлагают в этом виртуальном сообществе? Все что угодно, йога, силовые тренировки и так далее. Что-то для любого уровня физической подготовки. Урок 6. Изучение увлечений. Доброе утро. Пробовали ли вы в последнее время новые увлечения? Доброе утро. Да, я действительно занялась вязанием. Это был отличный способ расслабиться по вечерам. Вязание, да. Это интересно. Я сама хотела заняться новым хобби. Какие-нибудь советы для новичков? Определенно. Начните с простых проектов, таких как шарфы или шляпы. Главное — набраться терпения и не расстраиваться, если поначалу будет сложно. В этом есть смысл. Я подумывал попробовать свои силы в деревообработке. У тебя есть опыт в этом? А деревообработка звучит весело. У меня нет личного опыта, но я слышал, что это действительно полезное хобби. Вы можете создать что-то осязаемое своими руками. Да, именно это меня и привлекает. Мне нравится идея создавать мебель или маленькие декоративные предметы.
Было бы здорово, если бы мы могли вместе освоить новые увлечения. Мы могли бы делиться советами и мотивировать друг друга. Я в деле. Что скажете, если в эти выходные мы пойдем на местный мастер-класс по деревообработке? Урок 7. Приготовление беседы. Привет, Анна. Вчера вечером я попробовала новый рецепт, и он оказался потрясающим. Правда. Что вы заработали? Я приготовила вкусную пасту с песто. Обычно я посыпаю сверху черным перцем и свежей петрушкой. Звучит так здорово. Песто – одно из моих любимых блюд. В чем твой секрет его приготовления? Начну со свежего базилика, оливкового масла, чеснока, пармезана и кедровых орехов. Затем я просто смешиваю все это, пока оно не станет однородным и однородным. От одной только мысли об этом я проголодался. Как-нибудь мне придется попробовать твой рецепт. Определенно, вам стоит. Я с радостью поделюсь подробностями. Есть ли у вас любимые рецепты, которые вам нравится готовить? Конечно. Один из моих любимых блюд – простой запеченный лосось с жареными овощами. Обычно я жарю спаржу или брюссельскую капусту. Звучит вкусно и полезно. Я всегда ищу новые идеи для еды. Урок 8. Планирование идеального путешествия. Привет, Анна. Я подумываю о том, чтобы забронировать небольшой отпуск на выходные. Есть предложение. Звучит потрясающе. Куда вы собирались пойти? Я искал красивую хижину в горах. Спокойные пейзажи и свежий воздух были бы идеальными. Звучит прекрасно. Нашли ли вы какие-нибудь конкретные места, которые вы рассматриваете? Что ж, я нашел эту уютную каюту в аренду, которая выглядит очень красиво. Здесь даже есть гидромассажная ванна. Ух ты, гидромассажная ванна в горах. Похоже, это идеальный отдых на выходных. Знаю, верно. Я просто пытаюсь найти лучший способ забронировать его сейчас. Звучит отлично. Как нам его забронировать? Мы можем проверить наличие мест и цены в интернете. Отличная идея. Я посмотрю и пришлю вам подробности. Может, мы сможем спланировать это вместе. Урок 9. Облегчение студенческой жизни. Привет, Анна. Ты боишься скоро поступить в колледж? Да, честно говоря, я немного нервничаю из-за перехода. Я знаю, что вы имеете в виду. Это большое изменение, но я уверен, что у вас все получится. Надеюсь, что да. Я просто боюсь завести новых друзей и совмещать все курсовые работы. Это совершенно понятно. Но помните, что все остальные в одной лодке. Вы все вместе разберетесь. Это хорошее замечание. Есть ли у вас какие-либо советы, как извлечь максимум пользы из опыта обучения в колледже? Что ж, я бы посоветовала принять участие в кампусе. Присоединяйтесь к клубу или организации, которые вас интересуют. Отличная идея. Я подумывал заглянуть в студенческую экологическую группу. Отлично, звучит идеально для вас.
И не забудьте также позаботиться о себе. Урок 10. Отключение от социальных сетей. Привет, Анна. Ты в последнее время пыталась сократить количество социальных сетей. Знаете, у меня есть. Я поняла, что трачу слишком много времени на прокрутку. То же самое и здесь. Иногда это может вызывать привыкание и утомительно. Определенно. Я искал альтернативные занятия, которые могли бы заменить это время. Отличная идея. Чем ты занимался вместо этого? Что ж, я читаю больше книг, гуляю и пробую новые рецепты. А, все это похоже на действительно приятные способы провести время. Совершенно верно. Было так приятно отключиться от цифрового мира. Держу пари. Я тоже подумываю найти себе новое хобби. Возможно, что-то креативное. Урок 11. Захватывающие звуки. Привет, Анна. Ты смотрела какие-нибудь хорошие шоу в последнее время? Я в восторге от этой новой криминальной драмы, и она звучит как нельзя кстати. А, это здорово. Я собирался найти новое шоу, в котором можно было бы сняться. А чем криминальная драма? Все дело в том, что детектив расследует серию загадочных убийств. Повороты и перипетии не дают вам заскучать. А, звучит захватывающе. Обожаю хорошие тайны. Что вам больше всего нравится в сериале на данный момент? Персонажи очень хорошо проработаны, а внимание к деталям на местах преступлений просто потрясающее. Это действительно затягивает тебя в мир. Отлично, я продан. Мне придется попробовать. Есть ли у вас другие рекомендации по шоу, пока я на нем участвую? Дай мне подумать. Есть этот документальный сериал о древних цивилизациях, который очень увлекателен. А, звучит и в моем переулке. Мне придется это проверить. Спасибо за отличные рекомендации. В любое время. Наслаждайтесь новыми шоу, я уверен, они вам понравятся. Урок 12. Цели фитнеса. Привет, Анна. Я заметила, что в последнее время ты часто ходишь в спортзал. На каких упражнениях вы сосредоточились? Ах да, в последнее время я очень стараюсь перепутать свой распорядок дня. Я много занимаюсь силовыми тренировками и тренировками ИТ. Приятно, звучит очень интенсивно. Какие упражнения вам больше всего нравятся? Что ж, я люблю делать приседания и выпады, чтобы потренировать ноги. А для верхней части тела мне очень нравятся гребли и жим головой. Отлично. Задействуйте все основные группы мышц. Вы тоже когда-нибудь занимаетесь кардиотренировками во время тренировок? Конечно, я стараюсь бегать или кататься на велосипеде несколько раз в неделю. Это действительно помогает повысить мою выносливость. Это круто. Похоже, у вас очень разносторонний фитнес-режим. Над какими конкретными целями вы работаете? Да, я надеюсь нарастить мышечную массу и улучшить общую силу и выносливость. Надо продолжать работать над собой. Отлично, я уверен,
что вся ваша тяжелая работа окупается. Продолжай в том же духе. Урок 13. Расслабляющее утро. Доброе утро. Как вы спали прошлой ночью? Доброе утро. На самом деле я очень хорошо спал. Ночь была такой спокойной. Приятно это слышать. Всегда приятно просыпаться отдохнувшим. Определенно. Я чувствую, что готова начать этот день. Как насчет тебя? Ты хорошо спал? Да, я тоже неплохо выспался. Как раз то, что мне было нужно после напряженной недели. Это хорошо. Важно достаточно отдыхать, особенно по выходным. Совершенно верно. Сегодня я с нетерпением жду расслабляющего дня. Может быть, я немного почитаю или прогуляюсь. Звучит прекрасно. Сегодня должна быть прекрасная погода, идеальная для прогулок на свежем воздухе. Согласовано. Мне не помешало бы побыть на свежем воздухе. Может, мы встретимся позже и вместе прогуляемся. Урок 14. Поиск квартиры. Привет, Анна. Я слышала, что ты ищешь новую квартиру. Как идут поиски? Ах да, это был неплохой процесс. Но, кажется, я нашла идеальное место. Отличная новость. Что вам нравится в этой новой квартире? Что ж, здесь есть все основные удобства, в которых я нуждаюсь, плюс красивый маленький балкон. И расположение очень удобное. Звучит идеально. Вы знаете, насколько это далеко от вашей работы. На самом деле, поездка на работу занимает всего несколько минут, что является огромным плюсом. Арендодатель сказал, что до него всего 15 минут езды. Это прекрасно. Быстрая поездка на работу имеет большое значение. Определенно. Я очень рад этому. Арендная плата также вполне приемлема для этого района. Отлично. Похоже, вы нашли настоящую жемчужину. Когда вы переезжаете? Урок 15. Вдохновение для путешествий. Привет, Анна. На днях я просмотрела несколько блогов о путешествиях, и мне не терпится спланировать поездку. А куда ты собираешься пойти? Что-нибудь особенно пробуждает в вас страсть к путешествиям? Было несколько потрясающих фотографий из этого крошечного приморского городка в Италии, которые выглядели совершенно мечтательно. А, вау, звучит как раз в моем переулке. Мне нравится идея исследовать причудливую маленькую прибрежную деревню. То же самое и здесь. Красочные здания, извилистые мощеные улочки, все выглядят так очаровательно. Абсолютно. Это действительно дает мне много идей для нашего следующего приключения. Когда ты собираешься поехать? Я все еще на ранней стадии планирования, но мне бы хотелось попробовать воплотить это в жизнь в ближайшие несколько месяцев. Это идеальное время. Я определенно свободен и хотел бы присоединиться к вам в таком путешествии. Потрясающе! Будет очень весело исследовать новое место вместе. Я начну изучать логистику. Урок 16.
Отслеживание прогресса. Привет, Анна. В последнее время я отслеживаю свои небольшие достижения, и мне очень приятно видеть, как далеко я продвинулся. Отлично. Здорово. Когда вы можете визуально видеть свой прогресс? Что вы отслеживаете? Что ж, я записываю свои ежедневные тренировки и замечаю, насколько я становлюсь сильнее. Сейчас я могу поднимать более тяжелые веса по сравнению с тем, когда я только начинал. Это просто фантастика. Отслеживание прогресса в физической форме– отличный способ сохранить мотивацию. Что еще вы отслеживали? Я также записываю свои читательские привычки. В этом году я поставил перед собой цель прочитать определенное количество книг, и проверять каждую из них, которую я дочитал, доставляет мне огромное удовольствие. Безусловно, очень приятно видеть, как прогресс накапливается. Отслеживание чтения– прекрасная идея. Определенно. И я даже записываю небольшие успехи на работе, такие как проекты, которые я выполнил раньше срока, или положительные отзывы моего руководителя. Это великолепно. Празднование небольших побед– ключ к сохранению динамики. Похоже, у вас отличная система. Это действительно имеет значение. Видеть эти постепенные улучшения очень мотивирует. Я рекомендую всем попробовать его. Урок 17. Планы на выходные. Привет, Анна. У тебя есть интересные планы на выходные? На самом деле, я надеялся, что вы мне чем-то поможете. Мне нужно собрать вещи для поездки, но я немного ошеломлен. Без проблем. Я бы с радостью протянул руку помощи. Что это за путешествие? Это отдых на пляже на выходных. Я пытаюсь придумать, что взять с собой, но в итоге я всегда перегружаю вещи. Ах, понятно. Что ж, давайте посмотрим, что вы имеете в виду, и я постараюсь помочь вам все упростить. Это было бы потрясающе. У меня есть так много одежды, которую я хочу взять с собой, но я знаю, что не надену половину из них. Хорошо, давайте начнем с основ. Составьте список предметов первой необходимости, несколько топов, штанов, купальников и любых необходимых туалетных принадлежностей. Отличная идея. Я это запишу. И тогда вы считаете, что мне следует просто остановиться на этом базовом наборе вещей. Именно так. Таким образом, вы обеспечите себе все необходимое, не утяжеляя себя. При необходимости мы всегда можем быстро загрузить белье. Урок 18. Здоровые привычки. Привет, Анна. Я заметила, что в последнее время ты уделяешь большое внимание своему здоровью. Какие изменения вы вносили? Что ж, я стараюсь внимательнее относиться к потреблению углеводов. Я не собираюсь полностью отказываться от них, но я веду себя более избирательно. Понимаю, так вы придерживаетесь определенной диеты или просто меняете свои привычки самостоятельно. Это скорее постепенный процесс. Я не делаю ничего слишком строгого, просто стараюсь быть более сбалансированным в питании. В этом есть смысл. Умеренность играет ключевую роль в формировании устойчивых здоровых привычек. Именно так. Я также стараюсь больше заниматься физическими упражнениями, даже если во время обеденного перерыва я просто прогуляюсь пешком. Это круто. Такие маленькие шаги со временем действительно могут накапливаться.
Заметили ли вы какие-либо преимущества на данный момент? Определенно. В течение дня у меня немного больше энергии, и я лучше сплю. Это был постепенный процесс, но я чувствую себя хорошо. Это так приятно слышать. Последовательный прогресс, каким бы незначительным он ни был, это повод для радости. Урок 19. Приключения на выходных. Привет, Анна. Я слышала, что на выходных ты отправилась в удивительное путешествие. Куда вы в итоге отправились? Это было отличное приключение. Я провел несколько дней в Юго-Восточной Азии, Таиланде, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. Ух ты, звучит невероятно. Каковы были самые яркие моменты вашей поездки? А, чувак, их было так много. Мне нравилось бродить по древним храмам Ангкор-Вата. Архитектура просто захватывала дух. Могу только представить. Камбоджа уже давно входит в мой список желаний. Какие еще части поездки запомнились вам? Еда была просто невероятной, особенно во Вьетнаме. Я попробовал так много новых и вкусных блюд. И везде, где я ходил, люди были такими теплыми и гостеприимными. Это круто. Именно культурное погружение и связи делают путешествие по-настоящему особенным. Совершенно верно. Мне кажется, что я вернулась с гораздо более глубоким чувством уважения к этой части мира. Это изменило жизнь. Держу пари. Подобный опыт может изменить мир к лучшему. Я очень рада за тебя. Звучит как невероятное приключение. Урок 20. Здоровое питание. Привет, Анна. Я заметила, что в последнее время ты очень внимательно относишься к своей диете. Вы следуете определенному плану или просто пытаетесь быть более сбалансированным? Честно говоря, было и то, и другое. Я не делаю ничего слишком строгого, но я стараюсь принимать углеводы более целенаправленно. Понимаю, это скорее изменение образа жизни, чем строгая диета. Это отличный подход. Именно так. Я не пытаюсь полностью исключить углеводы, но я сосредотачиваюсь на том, чтобы получать их из более здоровых источников. В этом есть большой смысл. Умеренность играет ключевую роль в формировании устойчивых здоровых привычек. Определенно. Я употребляю больше цельного зерна, фруктов и овощей и ограничиваю переработанные продукты. Приятно. Такие небольшие изменения могут иметь большое значение в долгосрочной перспективе. Заметили ли вы какие-либо преимущества до сих пор? Да, на самом деле. В течение дня у меня немного больше энергии, и я чувствую, что мое пищеварение улучшилось. Это круто. Постепенный прогресс очень полезен. Применяете ли вы какие-либо другие полезные привычки наряду с изменениями в диете? Совершенно верно. Я стараюсь больше заниматься физическими упражнениями, даже если во время обеденного перерыва это просто быстрая прогулка. Это отличная стратегия. Сочетание питания и движения– это очень мощная комбинация. Урок 21. Здоровый образ жизни. Здравствуйте, Анна. Вы пробовали какие-нибудь новые упражнения в последнее время? Привет, Джон. Я много занимаюсь кардиотренировками, например, бегом и плаванием.
Я считаю, что это отличный способ оставаться активным и здоровым. Это круто. Я собирался включить в свой распорядок больше кардиотренировок. Есть ли у вас какие-либо советы для тех, кто только начинает? Абсолютно. Я бы порекомендовал начинать медленно и постепенно увеличивать продолжительность и интенсивность. Плавание. Отличный вариант с низким уровнем нагрузки, а бег отлично подходит для повышения выносливости. Это очень полезно. Мне всегда нравилось плавать, но я не всегда этим занимался. Возможно, я попробую использовать это несколько раз в неделю. Обязательно попробуйте. Плавание– это очень разностороннее упражнение, к тому же оно легко воздействует на суставы. Похоже на план. Спасибо за совет. Меня вдохновляет начать кардиотренировку. Урок 22. Погружение в культуру. Привет, Анна. Я слышала, что ты планируешь куда-то поездку. Куда ты собираешься поехать? А, я так взволнована. Я планирую поездку во Францию. Мне всегда хотелось погрузиться во французскую культуру. Это потрясающе. Франция– прекрасная страна с богатым культурным наследием. Вы там раньше бывали? Нет, это будет мой первый раз. Я с нетерпением жду возможности осмотреть достопримечательности, попробовать вкусную еду, возможно, даже немного выучить язык. Это замечательно. Погружение в новую культуру– один из лучших способов по-настоящему познакомиться с этим местом. Уверен, вы прекрасно проведете время. Надеюсь, что да. Я провел много исследований, чтобы максимально использовать свое путешествие. Мне не терпится погрузиться в атмосферу и оставить незабываемые впечатления. Уверена, что так и сделаете. Дайте мне знать, если вам понадобятся какие-либо советы или рекомендации, как только начнете планировать свой маршрут. Я благодарна за это. Я обязательно свяжусь с вами, если у меня возникнут вопросы. Спасибо за вашу поддержку. В любое время. Я с нетерпением жду тебя и твоего предстоящего приключения. Наслаждайся каждым моментом. Урок 23. Изучение новых направлений. Привет, Анна. Я слышала, что ты планируешь куда-то поездку. Куда ты собираешься поехать? А, я так взволнована. Я планирую поездку в Италию. Мне всегда хотелось познакомиться с богатой культурой и потрясающими пейзажами этой страны. Это потрясающе. Италия– прекрасная страна, которая может многое предложить. Ты там раньше бывал? Нет, это будет мой первый раз. Мне не терпится исследовать исторические города, попробовать невероятную еду и, возможно, даже немного выучить язык. Это замечательно. Впервые побывать в новом месте всегда так увлекательно. Уверен, вы отлично проведете время. Надеюсь, что да. Я провел много исследований, чтобы максимально использовать свое путешествие. Погода, похоже, будет отличная, поэтому я надеюсь, что несколько солнечных дней позволят по-настоящему Уверен, погрузиться в что погода атмосферу. будет благоприятной, и вы сможете провести там время с пользой. Дайте мне знать, если вам понадобятся какие-либо советы или рекомендации при планировании маршрута. Я благодарна за это. Я обязательно свяжусь с вами, если у меня возникнут вопросы. Спасибо за вашу поддержку.
В любое время. Я с нетерпением жду тебя и твоего предстоящего приключения. Наслаждайся каждым моментом. Урок 24. Подготовка к незабываемому путешествию. Привет, Анна. Я слышала, что ты планируешь поездку в новое место. Куда ты собираешься поехать? Да, я так взволнована. Я планирую поездку в Японию. Мне всегда хотелось познакомиться с уникальной культурой и удивительными достопримечательностями этой страны. Япония — это просто фантастика. Мне не терпится узнать все о вашем опыте. Вы уже начали планировать свой маршрут. У меня есть. Я стараюсь проводить там время с пользой, поэтому планирую посетить разные города и принять участие в культурных мероприятиях. Отлично. В Японии есть что предложить, от шумных городов до безмятежной сельской местности. Уверен, вы прекрасно проведете время. Не могу дождаться. Надеюсь, что погода будет приятной, и я смогу по-настоящему погрузиться в местную культуру и традиции. Уверен, погода будет благоприятной. Просто будьте готовы ко всему, и вы сможете получить максимум удовольствия от поездки. Совершенно верно. Я позабочусь о том, чтобы упаковать вещи соответствующим образом и составить гибкий тарифный план. Это будет потрясающее приключение. Уверен, вы прекрасно проведете время. Дайте мне знать, если вам понадобятся какие-либо советы или рекомендации при доработке планов. Урок 25. Применение бизнес-опыта. Привет, Анна. Я слышала, что в последнее время ты хорошо используешь свой бизнес-опыт. Над какими проектами вы работали? А, конечно. Мне очень понравилось использовать свой опыт в сфере продаж и маркетинга в новых проектах. Это был отличный способ применить мои навыки. Это просто фантастика. Я всегда знал, что твоя деловая хватка пригодится. В каких проектах вы участвовали? Что ж, я консультировался с несколькими малыми предприятиями, помогая им разрабатывать маркетинговые стратегии и оптимизировать процессы продаж. Было очень приятно видеть результат. Это замечательно. Уверен, что ваш опыт бесценен для этих компаний. Здорово, что вы можете поделиться своими знаниями и опытом. Определенно. Это была прекрасная возможность не только помогать другим, но и продолжать учиться и развиваться. Я в восторге от проектов, в которых участвовала. Это круто. Я рад, что вы смогли использовать свои таланты с пользой. Похоже, это полезный способ применить свои деловые навыки. Совершенно верно. Это был прекрасный опыт, и я с нетерпением жду новых возможностей. Мне всегда хочется учиться и решать новые задачи. Отличный настрой. Не сомневаюсь, что вы и дальше будете преуспевать в своих деловых начинаниях. Продолжайте в том же духе. Урок 26. В поисках приключений на свежем воздухе. Привет, Анна. Ты когда-нибудь занималась скалолазанием? Нет, у меня нет. Тебе это нравится? Это потрясающе. Острые ощущения от взбирания на скалу просто завораживают. Нам стоит как-нибудь попробовать это вместе. Звучит забавно.
но я не уверена, что у меня хватит на это смелости. Не волнуйтесь, я могу научить вас основам. Дело скорее в технике, чем в чистой силе. Я не знаю. Что если я испугаюсь и замерзну? Для новичков это нормально. Я буду рядом, чтобы поддерживать тебя все время. Это приблизит нас к красоте природы. Хорошо, вы меня убедили. Когда мы можем пойти? Как насчет этих выходных? Я могу взять с собой обед для пикника, и мы сможем посвятить этому день. Урок 27. Составление планов путешествий. Привет, Анна. Мне нужно забронировать билет на поезд для поездки в следующем месяце. У вас есть предложение? Куда вы направляетесь? Я собираюсь навестить свою семью в городе. Это довольно простой кадр, поэтому я не думаю, что мне придется делать какие-либо трансферы. Хорошо, в этом случае прямой поезд должен быть самым простым вариантом. По пути никаких остановок и пересадок. Отлично, на это я и надеялся. Ненавижу беспокоиться о пропаже подключений. Конечно, прямой поезд намного удобнее. Когда вы планируете уехать? Я собирался сесть на утренний поезд в субботу. Так я смогу провести все выходные со своей семьей. Похоже, это хороший план. Просто забронируйте билет заранее, чтобы получить лучшую цену. Сгодится. Спасибо за совет. Я расскажу вам, как пройдет поездка. Урок 28. Обретение баланса с помощью фитнеса. Привет, Анна. В последнее время я очень много внимания уделяю фитнесу. Это сотворило чудеса с моим уровнем энергии. Приятно это слышать. Какие тренировки вы делали? Я всегда ищу новые идеи. Что ж, мне очень нравится использовать беговую дорожку для кардиотренировок. Это отличный способ увеличить частоту сердечных сокращений. Кроме того, я включил некоторые силовые тренировки с гантелями. Это отличный сбалансированный подход. Сочетание кардиотренировок и силовых тренировок очень важно для общей физической формы. Именно так. Я считаю, что кардиотренировки действительно улучшают мое настроение, а силовые тренировки помогают мне чувствовать себя более подтянутой и энергичной. Не могу не согласиться с этим. У меня все так же. Мне также нравится несколько раз в неделю заниматься йогой для повышения гибкости и внимательности. Ах да, йога– прекрасное дополнение. Я тоже собирался попробовать это. Какие конкретные стили вы бы порекомендовали новичкам? Мне очень нравится Винис Фло. Это хорошая динамическая тренировка, направленная на то, чтобы соединить дыхание с движением. Виньяса течет, понял. Мне придется попробовать. Спасибо за совет. Фитнес стал такой важной частью моей повседневной жизни. Урок 29. Изучение новых возможностей. Привет, Анна. Я хотела рассказать вам об этом потенциальном новом клиенте, с которым я разговаривала в Европе. Звучит очень интересно. Это замечательно. Какую работу вы бы для них выполнили? Что ж,
Они хотят расширить свое присутствие в интернете и нуждаются в помощи в реализации стратегии цифрового маркетинга. Это потребует значительных усилий по разработке веб-сайтов и управлению социальными сетями. Это как раз в твоем переулке. Вы уже смогли определить масштаб и сроки проекта. Не в полной мере, но, судя по нашим первоначальным обсуждениям, это будет долгосрочное сотрудничество. Они действительно хотят полностью пересмотреть свое цифровое присутствие. Отлично. Такой долгосрочный проект может быть очень полезен для вас и вашего бизнеса. Вы уже начали составлять предложение. Сейчас я этим занимаюсь. Я хочу убедиться, что я действительно понимаю их потребности, прежде чем приступать к чему-то официальному. Это разумно. Заблаговременный сбор всех деталей поможет вам найти для них наилучшие решения. Дайте мне знать, если вам понадобится помощь в подготовке предложения или исследования. Я благодарна за это. Я обязательно буду держать вас в курсе того, как все будет развиваться. Скрестив пальцы, это приводит к чему-то замечательному. Урок 30. В поисках своего пути. Привет, Анна. Мне нужно найти место в центре города для встречи на следующей неделе. У вас есть предложение? Конечно. В какую часть центра города вы пытаетесь добраться? Кажется, это прямо через дорогу от железнодорожного вокзала. А, отлично. Тогда его должно быть легко найти. Станция. Центральная достопримечательность. Отлично, на это я и надеялся. Я не хочу потеряться, пытаясь найти это место. Нет, используя станцию в качестве точки отсчета, вы сможете быстро ее найти. Отлично, спасибо за помощь. Я постараюсь уделить себе достаточно времени, чтобы добраться туда. Совсем без проблем. Дайте мне знать, если вам нужны другие указания или рекомендации. Сгодится. Спасибо, что вы уделили время тому, чтобы я мог легко найти место встречи. Урок 31. Кондиционирование воздуха. Привет, Анна. В комнате есть кондиционер. Да, номер оснащен кондиционером. Здесь очень удобно. Отлично. Я боялся, что может быть слишком жарко. Не беспокойтесь, кондиционер работает отлично. Мы останемся красивыми и прохладными. Замечательно. Я с нетерпением жду возможности расслабиться в комнате после долгого дня. Я тоже. Кондиционер сделает это намного приятнее. Совершенно верно. Я рад, что отель решил включить это. Да, это важная особенность, особенно в этом климате. Я рада, что она у них есть. Я тоже. Пойдем в комнату и насладимся прохладным воздухом. Урок 32. Варианты транспортировки. Привет, Анна. Ты уже рассматривала варианты транспорта для передвижения? Да, я рассматривал возможность бронирования авиабилетов или использования других средств передвижения. Отлично. Что вы нашли? Я хочу убедиться, что у нас есть эффективный план. Что ж, рейсы выглядят разумно, а также доступны поезда и автобусы.
Замечательно. Хорошим подходом может быть сочетание различных видов транспорта. Определенно. Таким образом, мы сможем проявить гибкость и лучше осмотреть окрестности. Именно так. Я посмотрю расписание рейсов и поездов, чтобы увидеть, что лучше всего подходит. Звучит неплохо. Хорошо организованный план путешествия сделает поездку намного более комфортной. Я согласен. Мы разберемся со всем этим, а затем отдохнем и насладимся путешествием. Урок 33. Запрос на звонок для пробуждения. Привет, Анна. Могу ли я также заказать утренний звонок? Конечно, позвольте мне позаботиться об этом за вас. Во сколько вы хотите позвонить? Как насчет 7 утра? Я хочу убедиться, что у нас достаточно времени на подготовку. Отлично. Я сделаю запрос на звонок для пробуждения в 7 утра. Это должно стать для нас хорошим началом дня. Замечательно. Спасибо. Я хочу убедиться, что мы случайно не заснем и ничего не пропустим. Я прекрасно понимаю. Звонок для пробуждения позволит нам встать и подготовиться к работе. Отлично. Я очень признателен, что вы позаботились обо всех этих мелких деталях для меня. Нет проблем, я буду рад помочь. Дайте мне знать, если вам еще что-нибудь понадобится. Сгодится. Уверен, что мы проведем день гладко и продуктивно, если все будет готово. Урок 34. Просьба поговорить с менеджером. Простите, могу я поговорить с вашим менеджером по этому вопросу? Конечно, позвольте мне найти для вас менеджера. Минутку, пожалуйста. Спасибо, буду признателен. Я хочу убедиться, что проблема решена правильно. Конечно, менеджер будет рад помочь вам. Они очень серьезно относятся к удовлетворению потребностей клиентов. Рада это слышать. Уверен, что мы сможем найти решение. Совершенно верно. Менеджер выслушает ваши опасения и вместе с вами найдет наилучшее решение. Отлично. Я с нетерпением жду встречи с ними. Отлично, я сейчас же приведу менеджера. Они будут рады удовлетворить ваши потребности. Я ценю вашу помощь в решении этой проблемы. Было приятно работать с вами. Урок 35. Терпение и сочувствие. Согласен, давайте подойдем к этому разговору с терпением и сочувствием. Безусловно, это лучший способ найти решение. Я здесь, чтобы выслушать и понять ваши опасения. Я очень ценю твою готовность работать со мной над этим. Это очень много значит. Конечно, моя цель — предоставить наилучший сервис и убедиться, что вы полностью удовлетворены. Могу сказать, что вы действительно заинтересованы в решении этой проблемы. Это очень важно. Спасибо, я всегда стараюсь относиться к нашим гостям с максимальной заботой и уважением. Это видно по вашему подходу. Уверен, что вместе мы сможем решить эту проблему. Замечательно, я рада, что мы на одной волне.
Давайте сделаем это шаг за шагом и рассмотрим все варианты. Идеальный. Я готов, когда бы ты ни был. Я знаю, что мы примем положительное решение. Урок 36. Общежитие и социальные связи. Привет, Анна. Ты собиралась остановиться в общежитиях во время путешествий. Они могут быть довольно дешевыми и отличным способом познакомиться с новыми людьми. Привет, Джон. Это отличная идея. Я слышала, что общежития могут быть приятным местом для общения. У вас есть опыт работы с ними? Да, я останавливался в некоторых из них, и мне очень понравилась социальная атмосфера. Вы можете встретить путешественников со всего мира. Звучит очень мило. Какие-нибудь советы для тех, кто впервые посещает хостел, таких как я? Что ж, я бы порекомендовал начать с хостелов, которые имеют хорошие отзывы о своей социальной атмосфере и развлечениях. Таким образом, у вас будет больше шансов встретить попутчиков, с которыми вы сможете исследовать Отлично, окрестности. проверю. Какие-нибудь другие советы перед тем, как я забронирую свое первое проживание в хостеле? Просто будьте открыты и дружелюбны. Хостелы – отличный способ немного выйти из зоны комфорта. Уверена, вы отлично проведете время. Звучит отлично. Я с нетерпением жду социального аспекта. Спасибо за отличную рекомендацию. Без проблем. Я рада, что смогла помочь. Хостелы – отличный вариант, особенно если вы хотите завести новых друзей во время путешествий. Урок 37. Советы по ЕГЭ для начинающих. Привет, Анна. Ты собираешься заняться йогой во время поездки? Знаете, я такой. Я всегда хотела попробовать, но я совсем новичок. У вас есть какие-нибудь советы? Обязательно начните с занятий для начинающих. Инструкторы познакомят вас с основами. В этом есть смысл. Мне бы не хотелось сразу переходить к чему-то слишком продвинутому. Именно так. И прислушивайтесь к своему телу, не напрягайтесь слишком сильно, особенно когда вы новичок в этом деле. Хорошее замечание. Я не хочу переусердствовать и в итоге получить травму. Что-нибудь еще мне следует иметь в виду. Да, наберитесь терпения. Чтобы освоить йогу, нужно время. Сосредоточьтесь на дыхании и просто наслаждайтесь процессом. Это очень полезный совет. Я учту это, когда запишусь на свой первый урок йоги. Спасибо. Без проблем. Уверена, у тебя все получится. Йога – отличный способ оставаться активным и сосредоточенным во время путешествий. Урок 38. Собираем вещи для поездки. Привет, Анна. Вы готовы к большому путешествию? Привет, Джон. Я дохожу до цели. Я так взволнован, но немного ошеломлен упаковкой вещей. Я вас слышу. Упаковать вещи может быть непросто, особенно для длительной поездки. Как вы подошли к этому? Что ж, я стараюсь брать с собой только самое необходимое. Но я не знаю, что мне на самом деле понадобится. Это хорошее начало. Я бы порекомендовал составить список основ, а затем постепенно пополнять его. Отличная идея. Есть ли у вас другие советы для таких начинающих путешественников, как я?
Давайте посмотрим. Обязательно возьмите с собой универсальную одежду, которую можно комбинировать и сочетать. И не забудьте такие вещи, как блок питания и небольшая аптечка первой помощи. Ах да, внешний аккумулятор просто необходим. Я обязательно добавлю это в свой список. Что-нибудь еще мне не стоит забывать. На всякий случай, может быть, легкая дождевая куртка. Да, и не перегружайте вещи, при необходимости вы всегда можете купить вещи по дороге. Урок 39. Формирование здоровых привычек. Привет, Анна. В последнее время я пытаюсь создать более здоровый утренний распорядок дня. Какие-нибудь советы? Это здорово, Джон. Я пытаюсь сделать то же самое. Какие здоровые привычки вы пытаетесь внедрить? Что ж, я проснулся немного раньше, чтобы отправиться на небольшую пробежку по парку. Это действительно помогает мне чувствовать себя более энергичным в течение дня. Это прекрасная идея. Я обнаружил, что даже 20-30 минут ходьбы могут иметь большое значение. А пить больше воды по утрам – это еще одна привычка, которую я приобрела. Ах да, очень важно избегать обезвоживания. Мне тоже придется начать этим заниматься. Есть ли у вас другие советы, которые вам помогли? Дай мне подумать. Я стараюсь ограничить время, проведенное перед экраном по вечерам, и вместо этого читаю книгу перед сном. Это действительно помогает мне расслабиться. Отличная идея. Я собирался вернуться к чтению больше. Мне придется попробовать. Спасибо за совет. Мне не терпится воплотить в жизнь некоторые из этих здоровых привычек. Конечно, я рада, что смогла помочь. Дайте мне знать, как все пойдет, и если вы встретите другие полезные советы. Сгодится. Я благодарна за это. Хорошо, я иду в спортзал. Увидимся позже. Урок 40. Изучение вариантов путешествий. Привет, Анна. Ты уже определилась со своими планами путешествий? Привет, Джон. Я все еще рассматриваю несколько вариантов. Честно говоря, я открыт для разных идей. Это хороший подход. Планируя поездку, всегда полезно быть непредвзятым. Определенно. Я не ищу ничего особенного, просто незабываемые впечатления. Отлично. Рассматриваете ли вы какие-либо конкретные регионы или типы направлений? Что ж, меня привлекают места с богатым культурным наследием и прекрасными природными ландшафтами. Это открывает множество возможностей. Есть мысли о Европе, Азии или Южной Америке. Those all sound amazing. I'm honestly a bit overwhelmed by all the options. I understand. With so many incredible places to choose from, it can be tough to decide.